Так, слепноты это, конечно, хорошо, но пора и самим быть слепнотовцами. Сыновьями корешки Тейлора. Привет, друзья! Это Бриан Подкаст. И сегодня у нас в гостях очень интересный человек. И это не баскетболист, не регбист, а самый настоящий металлист. Прошу любить и жаловать вокалиста Idols to be Faded и Bite the Goat. But the Goat, Да. несравненный обладатель свирепого рыка, алка-богатырь Иван Хренов. Привет. Очень рад тебя видеть. Видишь, как я и обещал. Я сдержал свое слово. И вот тебе, пожалуйста, платформа, чтобы себя показать, ну и людям на тебя посмотреть. Да, очень приятно. Спонтанное немножко мероприятие, на самом деле. То есть, вот ты же мне написал, когда 3 дня назад где-то, да? Вот. Я даже не ожидал, если честно. Нужно быть всегда готовым. Нет, Я, кстати, это, кстати, мысль, которая меня посетила в ту же секунду. Да, потому что надо всегда быть наготове, на самом деле. Но, если честно, очень приятно. Меня даже нервничаю немного, представляешь? не надо. Итак, Иван, Да. меня интересует вот какой вопрос. Так. Самый первый. Так. Глядя на тебя, все-таки хочется спросить, почему не баскетбол, почему не самбо, почему металл? Как это получилось-то в твоей жизни? Самбо-то было. Да, самбо было. Надо аккуратнее базарить. Да не, ладно, там, ну, не боевое. Вот. Да не, в штабе там отсиделся писарем. Но вообще, по большей части в моей жизни был хоккей. Вот, то есть я занимался профессиональным хоккеем. Вот с 4 лет где-то прям помотало нормально, даже в Магнитогорске пожил. Вот, О, поиграл в хорошо. Металлурге, да, то есть и такое было, и в СКА поиграл. Соответственно, жизнь помотала вот на начальной стадии, скажем так, да, то есть профессиональный спорт, там 3 тренировки в день, земля, лед, туда-сюда, сборы, в общем, короче, да, турниры. Вся эта история была. Я вообще заметил такую забавную корреляцию, на самом деле, очень много вот в музыке, вот в металле, на самом деле, спортсменов, если честно. Потому что вы были подготовлены. То есть это же Бывших, тоже, да. это же такие же сборы, понимаешь, у тебя гастроли. Поезда, понимаешь? Это то же самое. Только вы когда спортсмены, вы не бухаете. А металлисты уже... Хотя, Или кстати, наоборот. Поговаривают, кстати, я такую тему, я буквально недавно натыкался, короче, на Reels, то, что Овечкин говорит, то, что он вообще прям любитель пива и все такое. Вот, поэтому, не знаю. Ну, хоккеисты поговаривают вообще, в принципе, любители вот этой всей истории. Вот, футболисты не знаю, только наши, если. Ну, не знаю, после Скорее. матча-то хочется, наверное, пивка-то, правильно? Ну, футболистам или хоккеистам? Хоккеистам. Ну, футболистам тоже, но после хоккея, когда ты ловишь шайбу, попадала шайба в тебя? Конечно, много раз. Один раз очень сильно попало. Там же, короче, есть налокотники, и получается, налокотник, он закрывает именно локоть, а внутренняя часть у тебя открыта. И мне прям очень жестко, я помню, запулили шайбы, вот прям вот в это место, где, ну, получается, в локоть, только с обратной стороны, я не знаю, как это. Вот. Это прививка, чтобы по вене себя не... Там такая прививка была, что я там согнуто лежал там минут 10 точно. Ну там прям сильно было, прям очень сильный удар. Вот так, в общем, в целом, без травм, как бы было, то есть у меня переломов не было и так далее. Был один случай, когда я сломал руку, да, человеку, ну там вот так вот в борт, то есть я защитником играл, и получается, у меня силовой прием произошел, вот, и вот так вот рукой просто вошел парень, короче, в борт, и все, и, короче, сломал, да, себе руку. Слушай, это печально. Давай не будем об этом. Да, согласен. Но это все, да. Ну, на самом деле, это было, с одной стороны, долго, с другой стороны, не очень. То есть, сколько я занимался, по-моему, лет 5-6, то есть, условно... То есть, я закончил-то, то есть, я начал-то в 4, вот, а закончил, то есть, условно, там уже в 10-11 уже, как бы, вся эта история, она закончилась. Да, если мне память не изменяет. Я в числах, в годах могу путаться, вот, ну, условно, да. То есть, это все дальше не пошло. Вот, на самом деле. Так. Может быть, зря, может быть, нет, не знаю. Узнаем еще в будущем. Просто вы не бухали так и все. Да ну нет. У меня, кстати, вот касаемо вот этой всей вот истории, там, рок-н-ролла, там, алкоголь и так далее, у меня это вообще очень поздно в жизни случилось. Объясню почему. Потому что
было же модно вот эта вся вот Блейзер, Ягуар, короче, вишневый день, вот эта вся история. Вот я в тот момент думал, что все, нет, это все не для меня, короче. И я ездил с другом, и раньше общались. Вот, да и иногда я один, короче, ездил на Красный треугольник, на наш любимый. Снимал, короче, репетиционную точку, там по 2 раза в неделю, там на 3 часа и так далее, и пытался вот петь песни, короче. Мне прям очень нравилось, то есть я... Это вот, короче, грубо говоря, то есть все бухали и курили, а я такой, нет, это все фигня. Короче, ты алкогольный девственник был. Ну, я очень Да, долго, до то есть, скольки лет? вот именно по молодости, короче, нет. То есть, у меня не было такой, то есть, я вообще на отрез. То есть, ни сигареты, ни алкоголь, как бы, сейчас уже как бы, да. Надо сказать, Сейчас уже можно, но по молодости нет. надо сказать, несмотря на то, что в кадре пенное, никого не провоцируем на это и вообще не употребляйте алкоголь. Это зло. Да, на самом деле, да нет, согласен, на самом деле. Особенно в раннем возрасте, когда там ни мозгов, ни ничего там, вот это все бред. Спорт. Да, это самый спорт, учеба, вот это все важные вещи. Ясно. Учеба, кстати, тоже реально важная вещь. Друзья, если вам говорят то, что высшее образование в наше время не нужно, вполне возможно, что это правда, но в экстренных ситуациях оно может вам пригодиться и при устройстве на работу куда-нибудь. Вот. Ну так, ты потерял алкогольную свою девственность, начал пить, начал орать в красном треугольнике. Почему? Нет, начал я в треугольнике начал орать, и я не пил, в том-то все дело. Я вместо того, чтобы пить, потому что, я говорю, сверстники все занимались Ягуаром, Вишневым днем и Блейзером, а я вместо этого вот пытался из себя что-то достать. Отлично. Вот. И кто помогал тебе доставать? Кто был тем триггером, которого ты увидел? Может быть, корешка? Корешка, очень хороший вопрос, на самом деле. Вот если брать именно тот возраст, это четко 3 группы было. То есть это, да, это Корешка, да, наш, который у нас на фоне поет, это Slipknot, Linkin Park и Аматори, как ни странно, да. Нормальный набор. Да. То есть это вот была вот такая вот история, то есть мне очень нравилось, я на самом деле, ну, прям все песни знаю, как бы. И вот. Есть такой и вот, да, И представляешь? вот приходит день, когда твой кумир, Да, ну можно сказать, ну я на самом деле на рос. которого ты равнялся, один из кумиров из Ну да. Аматори, Да. Игорь Павлович. Игорь Павлович. Блин, Игорь Павлович вообще прям... В какой-то момент вы начинаете играть вместе. Как так случилось, когда старая школа и новая, они вот где они пересеклись, этот момент? Я очень четко помню этот момент. На самом деле это все такое стечение обстоятельств. Игорь Павлович проходил мимо красного треугольника. Игорь Павлович проходил слышал, мимо... как кто-то орёт. Был, короче, Брусника Гик, я помню, это, по-моему, 2019 год, если мне память не изменяет. Игорь Павлович пришел просто поглядеть, что там происходит. Это еще в то время, я помню, мы выступали с Инвертором еще, с Dead Birds группа. Вот, Боря, привет. Олег, привет. Ну, Олег — это вокалист Dead Birds на то время, и сейчас вокалист Рубежей. Вот сейчас у них пауза, но тем не менее надеемся, что ребята продолжат вот заниматься. Собственно говоря, был такой фест, да, в клубе МОД, еще в старом. Вот, получается, мы выступали тогда еще с группой Bite the God, вот. Придумывают название. Вот. А его просто, это отдельная тема. Потом Ну, мы, просто да, название, вернемся, и никто да. его не произносит просто правильно, да. Короче, выступали, там тогда, на самом деле, вот я помню по своей памяти, один из лучших концертов вообще, который я давал, тоже я прям что-то в меня там вселилось, там прям был контакт. То есть вот в топ-3 своих концертов точно тот концерт могу отнести. Вот. Прям было супер круто, прям раздали, то есть мне самому прям понравилось, было хорошо. Вот, и Игорь Павлович подошел, сказал, блин, чуваки, типа, нормально рубите там и так далее, и так далее. Вот, и шло время как-то и в 2020, получается, 3-м году, то есть это, да, 2 года назад, я был в тот момент в Сербии, вот, такой долгосрочный отпуск, давай так это назовем, да, я там целый год там прожил, вот, и как раз-таки в один из дней, получается, я открываю Инстаграм, на меня подписка, короче, да, и Игорь Павлович подписывается. Вот. Я такой смотрю, думаю, так, что происходит? Вот. А у меня, в принципе, я такой, я интуит, у нас тут это, да, будет, короче, шоу экстрасенсов. Я, в принципе, почувствовал, что к чему, вот, в общем и целом, потому что я так наблюдаю, в принципе, за ребятами, за сценой, за нашей, даже за андеграундом, скажем так.
Ладно. Вот он. Все мы наблюдаем за Underground. Мы только наблюдаем. Вот. Я, в принципе, смекнул, что к чему, но я как бы так. И получается, он, в принципе, он практически сразу написал, что типа, йоу, короче, есть проект. Вот, Idols to be Faded, получается. Вот, изначально там в нем Сережа Раев был, получается, на вокале. Вот, но там как-то что-то не срослось. Вот, и получается, проект-то существует-то давно уже. То есть, ну, я, насколько знаю, по-моему, с 20 или с 21 года. То есть, ему-то уже нормально так. И, получается, мне Игорь пишет, что, типа, йоу, там, не хочешь, типа, попробовать, там, себя, короче, вот. Ну, и перешли, там, в Телеграм, условно, он мне скинул демки, там, все наработки, там, и так далее, и так далее. Я, как бы, все там увидел, такой, ага, все понял, работаем, короче. Вот, пошел снял репетиционную точку в Сербии, получается. Вот, у меня с собой все было, оборудование там, да, для записи и так далее, там, звуковая карта, микрофон и так далее, и так далее. Получается, накидал текст, то есть мы обозначили тему, да, вообще какую-то, потому что вообще, на самом деле, вот эпишка наша, вот, Frozen Darkness, которая, да, она вся, в ней вообще есть как бы лор определенный, на самом деле. То есть там есть начало и конец. Вот, по большому счету, это там восстание людей против богов и так далее, и так далее. Но это такая, можно сказать, там очень много метафор на тему того, что люди как бы разочаровываются в каких-то вещах, в которых они были убеждены очень долгое время, наверное, да, так можно сказать. Вот, и получается, восстают против этого, но там такой минорный конец, на самом деле, в том плане, что вот есть трек Pressure, который вот с Ардентисом из группы Stardown записан. Там вообще смысл песни заключается вообще в том, что люди как бы победили богов вообще, вот до этого, вот, то, что, да, вот тут происходит именно в EP, в предыдущих треках, то есть люди побеждают богов, да, то есть их вот этот гнев праведный, да, так скажем, он, грубо говоря, реализовался. Вот. И последний трек, он давление, да, Pressure в переводе с английского давление. И на самом-то деле люди не понимают, что им делать дальше. То есть, понимаешь, грубо говоря, то есть, там, условно, нас обманули, мы восстали, значит, мы совершили, значит, грубо говоря, там, вот этот страшный суд, там, да, грубо говоря, а что дальше делать, мы не знаем. И там вот заканчивается How far can this go, вообще, как далеко это все может вообще, как далеко это все продвинется, да, будет правильно сказать. По смысловой нагрузке, на самом деле, достаточно интересный вот релиз получился, вот, но это я так уже чуть-чуть убежал. Получается, да, то есть я сел вот в Белграде, в Сербии я сидел, вот. За что? Бессрочный отпуск. Все, я понял. Пошел процесс. То есть процесс пошел, причем он пошел очень оперативно. То есть, грубо говоря, вот были демки, все, то есть надо было придумать текст, вокал. Какую-то тематику мне как бы уже объяснили, в которой хотят как бы группы там реализовывать, да, свои идеи. Я в целом сел, все как сейчас помню вот это по ночам. Вот, потому что я в целом, кстати, ночью пишу, то есть у меня вот нет такого, я вот днем мне как-то тяжело, вот с утра, днем и так далее, то есть мне надо как-то ночью, чтобы все успокоилось, я сел спокойно и это самое. И пошел как бы по такой классической схеме, кстати, она для многих оказывается вообще, то есть, в принципе, большинство людей по-другому работают, сейчас объясню, что я имею в виду, короче, сразу делать чистовик. Короче, я не делаю ни рыбы, ни там вот эти все там какие-то моменты. Вообще. Это действительно вообще редкая история. Я объясню, почему. Потому что ты вот там, допустим, сделал рыбу, и она тебя потом, знаешь, вот как-то, ну, отвлекать начинает, что ли. Я не знаю, как объяснить, короче. Вот мне тяжело. Ты к ней привыкаешь. Да, и это потом вообще, ну, это очень тяжело. И потом путаешь слова, вставляешь. Да. То есть, блин, я не знаю. То есть, вот у нас это еще вот повелось вот с Bad the Goat, группа-то давно существует. Вот у нас оттуда как-то пошла вот эта история сразу чистовик. Никаких ни демок, ничего, никаких ни рыб. Вот, и я сел, получается, то есть все, готовый текст. То есть я сижу, каждый куплет, ну, прям расставляю, там, вот сижу там, и так далее. Все из головы беру, понятное дело, там не без помощи переводчиков, там, да, и так далее. Вот то, что все-таки я как бы не на разговорном уровне там английский, он как бы, ну, хороший, но тем не менее там нужна какая-то помощь в любом случае, чтобы смысл какой-то дополнить. Вот, все, пум-пум-пум-пум-пум. Я помню, вот просидел там всю ночь, это было Nothing Lasts Forever, трек, я помню, я делал до 9 утра, что ли. Только текст вот просто там придумал и расставлял. И вот я помню, там что-то прям под утро, то есть там уже солнце вставало. Я записал видос, а как это работает. То есть, грубо говоря, ты текст придумал, ты его расставил,
И ты потом просто включаешь фронтальную камеру, включаешь там трек, условно инструментал идет, и ты просто разговорной речью, да, условно обозначаешь вот этот ритмический рисунок, грубо говоря. И, ну и, понятное дело, там сам текст закидываешь уже, чтобы там смысл был понятен. Если мне память не изменяет, по-моему, за неделю я сделал Awake from Oblivion, я сделал Nothing Lasts Forever, я сделал за неделю буквально. Я даже записал их, по-моему, за неделю. Нормально. Да, что-то я там из разряда придумал, что-то ребятам все понравилось. Такие, прикольно, то есть там именно ритмически все понятно, в целом по смыслу тоже все подходит и так далее, так далее. Я пошел, все на студию, там сел. То есть, получается, тексты тоже ты пишешь? Да. Others to be Faded, все везде расставлено, придумано, это все я сделал. Отлично. Вот. Да, у нас в этом плане, да, такая классическая как бы вот история, что вот вокалист, он все. Вот он, вокалист, твое дело петь и да, да, вот есть вот эта, да, история, что каждый вот за свое отвечает, и вот Others to be Faded там именно. Вот, и получается, да, все, я придумал, написал, расставил, записал, вот, и отправил, получается, все, исходники Игорю Павловичу, все, он дальше уже, там, это все, там, соответственно, там, Подшаманил, да. Эпишник этот вышел, но он вышел не сразу, на самом деле, то есть это прошло где-то полгода. Забавные моменты, вот, если честно, если вот про By the God, например, говорить, в тот момент, опять-таки, пока я за границей был, писался еще альбом Enemy, который у нас вышел, с интервалом, по-моему, в 2 недели с Idols to be Faded. То есть, получается, 2 релиза случилось с интервалом 2 недели. Вот, то, что я тоже так же сидел за границей, тоже точно так же, вот это все дистанционно, вот с Лешей, Чаг Машин. Леха, привет. Вот, мы сидели, писали точно так же дистанционно. Звучит неплохо, можно чекнуть этот шортс. Типа, сижу за границей, за 2 недели 2 релиза сделал правильно. Ну, в принципе, нормально. Вот так и надо работать. Не, ну я делал это долго, то есть там, понятное дело, вот особенно байдеготовский. То есть я начал его делать еще, мы начали делать в России, получается, потом мне надо было уехать. Вот, получается, и доделывали его уже, я за границей находился, то есть дистанционно. Когда уже это все к итоговой точке подходило, получается, да, то есть уже когда и альбом был готов и для 2 проектов, получается, потому что они действительно в таком каком-то очень темпе одинаковом, вот, вся эта история развивалась. И когда это все достигло какой-то итоговой точки, я как бы сижу такой, репу чешу, такой, знаешь, такой, так... Ну, надо, наверное, в перспективе-то концерты давать. Я как бы находясь-то в Белграде, там, это... Не то чтобы супер осуществимо, я как бы, в принципе, да, принял решение возвращаться как бы в нашу прекрасную страну, вот прекрасный город Санкт-Петербург, потому что понимал, что как бы сейчас вот-вот все закрутится, завертится, и, собственно говоря, так оно и произошло. Закрутилось, завертелось, то есть концерты. Вот, в прошлом году много концертов было. По сути дела, еще набираем обороты, потому что пишется новый материал, причем что для Others to be Faded, что для By the God, получается. Вот я говорю, как-то вот очень ритм групп, вот он очень как-то, знаешь, я вот так вот, короче, промеж 2 огней, короче, нахожусь, ну, типа, в общем и целом все, по моим ощущениям, как будто только начинается, короче. И, кстати, вы можете посмотреть в моем 2-м канале Brain Rock Studio, как раз вышла 1-я часть, где отправились в тур Black Pirates и как раз 2 группы Ивана. Да. И там будут определенные приключения. Надеюсь, вам понравится. Переходите, смотрите, ссылочку прикрепим. Я просто представляю, короче, вот сейчас люди смотрят подкаст, то есть они там, вот там все там туда-сюда, и потом смотрят вот эти вырезки, там, блин, ребята, меня чуть из поезда не высадили, короче. Тут такой, ну я в принципе не бухал очень долго, а потом сорвало резьбу. Не, ну тут на самом деле, если честно, кстати, касаемо этого, у этого всего, в любом случае, как у любого действия в нашей жизни, есть, как бы, знаешь, как позитивный и негативный окрас, скажем так. У этого всего, невзирая на то, что это рок-н-ролл, он такой добрый, то есть в любом случае там, все обнимаются, все как бы довольны, все там и так далее, то есть там никакого негативного подтекста как бы нету, вот, и в целом, там, невзирая на то, что там присутствовали пенные напитки там и так далее, все в общем целом, вот вся поездка, да, там, вот, Питер-Москва, то, что у нас было, ну, супер позитивно было, то есть все на хихи-ха-ха, все там супер довольны, там, и так далее, то есть, как бы, я прям, для меня вообще это там все отпечаталось, короче, в памяти. Так, это ваш 1-й тур?
Да как тур? Ну, блин, Тур из двух ты городов. тоже, Жень, да ты тоже, блин, тур. Ну, съездили, не, ну, Питер, Москва отыграли, как бы, ну, вот, хорошо, ну, микротур давай, мини-тур, давай так это назовем. Ну, я бы сказал, зная, какие туры у людей бывают, что это макро, даже не мини. Но сейчас просто такая история идет, что в основном-то и ездят Питер, Москва. Потому что если ты еще плюс минус андеграундная группа, и у тебя стиль, скажем так, не очень популярный. Все-таки то, что вы играете, достаточно тяжелое музло для регионов. И соотношение людей, которые придет, допустим, там в Питере, в Москве, не то же самое, что там придет в Оренбурге послушать, как ты кричишь. Ну, я согласен, ну тут... А расстояния у нас-то такие-то тоже не маленькие. Там, если мы с Питера в Москву за ночь, да, там прыгнули и поспали, приехали, то, допустим, в Оренбург ты с Питера будешь ехать 2 дня. Да. То Не, есть, в этом плане согласен полностью, да, то есть, как бы, ну, здесь тоже должна, как бы, как сказать, логистика должна выстраиваться тоже логично, да, как это можно сказать, в том плане, что к вопросу про то, что сейчас только обороты набираются там и так далее, мне кажется, то, что надо сейчас еще поднажать в плане материала, то есть нужен еще один релиз, 100%, причем, это, вот я говорю, вот прям за 2 группы говорю, на самом деле, сейчас то, что надо маленечко, вот, еще сделать, и вот дальше вот уже в эту сторону думать. То есть в этом во всем должен быть как бы смысл тоже. Надо делать. То есть в любом случае ничего просто так не бывает. То есть в этом плане, то есть нужно выпускать прям музыку, то есть смотреть на фидбэк. Ну, у всех групп еще по-разному идет. У кого-то там, можно сказать, залетает с первого альбома, а кто-то с 5-го, понимаешь? Ну и залетать 100%. может уровень, скажем так, популярности, востребованности будет одинаковый. Просто кто-то с 1-го им так повезло, а кто-то с 5-го. Ну, Да, если бы чуваки до 5-го не дошли, они могли остановиться, так и не узнали, да, про это? Конечно. Не, здесь... Понимаешь, здесь еще вот такой тоже, я просто почему для меня интересно, я вообще, кстати, вот первый раз появляюсь-то в целом вот в таком формате, потому что особо вот как-то, ну, знаешь, там, ну, как-то не любил лицом как бы светить. Понимаешь, для каждого тоже своя какая-то отметка вот в этом плане, получилось, не получилось. Ну да. Вот если ты честно, потому что я вот в этом плане как бы так, то есть понятное дело, что есть какой-то, я не знаю, там из разряда, там все, там, собрали стадион, там заработали там, $1 миллион там и так далее, значит получилось. Я другими, короче, руководствуюсь вообще категориями, да, то есть у меня вот в этом плане для меня очень важно, в принципе, наполнение какое-то глубинное, скажем так, ну честно, то есть типа из разряда там того, что, ну, я не знаю, то, что происходит сейчас, если мне представить там на другой чаше весов, я не знаю, там, типа, Ваня, там, стань диджеем, и вот выйди на, там, я не знаю, там, 2000 человек, там, тут, там, сделай, и так далее, я не получу таких эмоций, как бы, которые я получаю от того, что сейчас происходит. То есть у меня в этом плане такая призма немножко, она, ну, с одной стороны сложная, с другой стороны простая. Короче, я немножко по другим углом смотрю, потому что вот эта тема, там, с цифрами, с какими-то вот этими историями, она, понятное дело, что в любом случае к этому надо стремиться, потому что мы не совсем как бы там артхаусом-то занимаемся, все-таки в любом случае. Ну, обычно, да, просто меряют какими категориями, как правило, музыканты. Это, допустим, площадка, да, там ты собираешь, условно говоря, там сначала там что-то там ласточка, там мод, потом, не знаю, там какой-то космонавт идет, да, ну и выше, там в Москве тоже свои категории. Либо площадки, да, клубы больше, либо ты там смотришь по стримингу. Но так или иначе, это все равно цифры. Количество аудитории, которая либо приходит на концерт, либо слушает тебя на стримингах. Вот здесь... смотри, Жень, вот сейчас будет интересно. Я смотрю внимательно. Сейчас будет прям интересный, на самом деле, тоже, может быть, и для музыкантов, для ребят, которые будут смотреть и так далее. Лично мое наблюдение, ни на что не претендую. Смотри, люди, которые изначально, то есть, допустим, они еще там какой-то навык еще не наработали, там, да, там, и на инструменте, там, не знаю, на вокале и так далее, они начинают вот размышлять категориями, там, из разряда, вот, как ты говоришь, там, сначала клуб этот, потом там дальше вот это, там, 3, 5, 10. По моим наблюдениям, как раз-таки ребята, которые заходят в историю, там, с музыкой, там, вот именно с точки зрения вот этого какого-то супер, там, я не знаю, бизнес-мышления, там, перспектив, команд, там, и так далее, как правило, все это заканчивается не так, как они себе это представляют, да, грубо говоря. То есть здесь в любом случае, на мой взгляд, играть немножко другие вещи. То есть для того, чтобы хоть что-то получилось, этим надо жить. Но не в том плане, что, вот, я сейчас объясню, кстати, я очень давно хотел вот эту тему поднять, на самом деле, сейчас вот буквально вот 3 минутки вот нашего подкаста для этого выделим. У меня есть наблюдение одно.
Смотрите, ребят, сейчас, как объяснить такое время, где все там гонятся за успехом, да, вот эта вся там инста-история, и, на мой взгляд, происходит один страшнейший обман, который я даже могу, как, знаешь, как в рэпе же есть, как декодинг это называется, трека, там, да, вот какая-то такая история. Смотри, условно, возьмем в пример там Дуэйн Скала Джонсон. Есть такой типа чувак, который там, ну, супер там популярный там актер, там он там рестлингом занимался там и так далее, и так далее. Ну, я думаю, что многие ребята знают такой лысый, здоровый. Да, чувак, Дуэйн Джонсон, наверное, все знают. И, например, там идет такой нарратив у него, да, что вот, я там с собой, он же с собой там качалку что-то там на самолете там перевозит там из разряда, что там у него воркаут там головного мозга и так далее, что ребята там work hard, и тогда там что-то будет, и так далее, и так далее. Ну, короче, нарратив то, что нужно вот work hard и play hard, да, там у тебя дальше случится. По-русски ебаш. Да, но в чем, короче, фишечка, вот я вот для ребят, которые смотрят там, пусть немногочисленных, но тем не менее, ребят, вот мотайте на ус лично мое наблюдение. Фишка в том, что там work hard нету. Объясню, что я имею в виду. Для Дуэйна Скалы Джонсона, для него качалка, это просто как, не знаю, вот пиво попить там, да, прекрасного Хофнер, салют, пивоварня прекрасная, вот. В чем фишка? Не нужно превознемогать. То есть, грубо говоря, вот все люди, которые чем-то занимаются, то есть, условно, не знаю, там, боями, музыкой, качалкой, бизнесом и так далее, основной секрет в том, что им это не невмоготу, да, правильно так будет сказать. То есть, это основной секрет, то есть, опять-таки, который я тоже там в силу опыта, все-таки именно в плане работы с музыкантами все-таки высшего эшелона, но это действительно это объективный факт, я заметил именно эту историю, то, что там нет такого, что, блин, вот я не могу, но надо. Да, грубо говоря. То есть фишка в том, то, что все успешные какие-то проекты, где бы то ни было, в любой там сфере, это все вещи, которые сделаны налегке, как бы. То есть понятное дело, что там присутствует элемент работы какой-то, но иными словами, то есть возвращаясь к Дуэйну Скале Джонсону, да, он не превознемогает себя для того, чтобы пойти и покачать штангу. Ему это реально в кайф. И в этом еще, если сейчас вот мы тоже как бы, да, вернемся прям в исток вот этой мысли, грубо говоря, в этом есть немножко обманка, что людям говорят о том, что вы должны себя как бы через себя переламывать, да, переламывать, переступать через себя. На самом деле это не так. То есть, ребята, то есть какие-то результаты, они достигаются только за счет того, что вы легко идете как бы этой дорогой, которой вы идете. Но вы делаете, то есть не в том плане, что вы на диване лежите, как бы вы делаете, но для вас это не супер сопротивление, короче. Да процесс. То есть это как, знаешь, вот это для кого-то очевидно, для кого-то не очевидно, тезис будет там, да, для того, чтобы стать там олимпийским чемпионом, там, я не знаю, по гимнастике, там, вот этой, там, надо кольца любить. Надо не медали любить, а кольца. Ну, и это вот как раз-таки, да, вот на которых ты выполняешь свои элементы, то есть, да, грубо говоря. И это то, что, вот, по крайней мере, по моим наблюдениям, люди, у которых что-то получилось, они как раз-таки, они вот там... Чтобы стать крутым гитаристом, надо не думать про то, как фотки сделать, там, да, прикольно. Ну да, там, да. Надо девочек, реально вот надо сколько девочек придет на твой концерт, да. Да, то есть надо вот реально вот именно вот этим заниматься. То есть вот именно любить просто то, что ты делаешь. То есть не с фасадной как бы точки зрения, а с точки зрения прям вот погружаться. Вот. Опять-таки, на мой взгляд, я не знаю. То есть, типа, ну вот, как бы так жизнь сложилась, то, что мне довелось, и действительно я прям очень благодарен, как бы, скажем так, судьбе, там, да, если так можно сказать, за то, что все в моей жизни так сложилось, как сложилось, и то, что я могу пронаблюдать, как же оно на самом деле все происходит, и мой, как бы, вердикт, он такой, то, что любовь к делу, это как, вот есть там фантик, есть начинка, короче, это любовь не к фантику, а любовь к начинке, короче, вот, и это очень сильно и на меня тоже влияет и прокачивает, на самом деле. Ну да, и потом у тебя не будет разочарования, что ты там стадиум не собрал, да. Слушай, еще ты там, что-то. я имею в виду, если ты будешь рад тому, что ты, вот как мы съездили, да, в Москву, так там было не сказать, что клуб-то величины большой, но пришло достаточное количество для этого клуба людей, и все отлично угорели, вы сыграли, и да, все получили удовольствие. Вне зависимости от того, что насколько огромная площадка. Я скажу, вот на самом деле наблюдение тоже, вот, например, мы выступали, например, на разогреве группы Марина. Получается, выступали в Москве, в клубе Урбан, там было, ну, я не знаю, там человек 700, наверное, я не знаю. Так вот, если смотреть, то, что клуб там тысячный, как бы, да, там, и он, в принципе, был забит неплохо. То есть там не sold out, но как бы больше половины там людей было, да, там и випки, в принципе, тоже были практически все забиты.
И как бы, да, вот казалось бы круто, причем народ раскачался на самом деле. То есть там вот трек Heavy у нас есть в Вадигод. Он такой прям прыгучий, прям кочевый и так далее, и так далее. И там народ прям, знаешь, там волна вот такая ходила. То есть я первый раз в жизни вообще это все видел. Ты знаешь, там, типа, я говорю, там, Москва, там, прыгаем вверх, там, и так далее, и так далее. И народ реально там бум-бум-бум, такая волна, короче, ходит. Вот. Прикольно. Но на самом деле, короче, когда ты стоишь на сцене, я, если честно, какой-то вот катастрофической разницы выступления, там, я не знаю, там, на 100 человек и на 700, ну, как бы, условно, вот, ну, возьмем там мой личный там какой-то опыт. Если честно, вот я не могу сказать, что какая-то сверхразница есть. То есть ты выходишь, и на сцене ты, в принципе, делаешь да то же самое. Как бы, грубо говоря, то есть вне зависимости от величины, там, я не знаю, площадки и количества людей, которые как бы есть. То есть, условно, что один слушатель, что там, не знаю, 700, там, грубо говоря, у тебя эффект такой же, то, что все, ты как бы вышел на сцену, на тебя кто-то смотрит, все, значит, надо выкладываться, грубо говоря. Но это всё. опять же вот про, как мы с тобой говорили, что для людей важно. Это если для тебя важно то, что ты делаешь. А если у тебя категории другие, то бы ты уже вышел такой... Ну, не 700 человек, настроения, конечно, уже нет. Тут как бы 30 человек, я не знаю. Ну, попробую спеть, но без особого удовольствия. Поставлю стоечку, как бы. И так попою, ну, орать да я тоже не буду. Связки срывать, зачем мне это нужно там. И эта вся речь, короче, в микрофон уже зрителям. Короче, вот то, что ты сейчас сказал, это все вслух просто в зал. Ребята, ну... Как-то хотя бы друзей привели, я не знаю, тут ради кого. Да не знаю. То есть я говорю, я, слава богу, не такой как бы там человек. То есть я говорю, я по-другому на это все смотрю. И я реально там именно сверхразницы не вижу. Она есть, но она не критическая. Вот. И как бы, да и в целом люди, с которыми я тоже имею честь там, условно, играть в командах, да, все-таки тоже это музыканты очень серьезные там и так далее, они, в принципе, тоже на эту тему, то есть там нет такого, что они там переживают из-за того, что там, я не знаю, там, здесь там вот было там столько народу, здесь там чуть меньше, здесь там чуть меньше, здесь еще чуть больше и так далее, и так далее. То есть для них это вообще не важно, грубо говоря. То есть для них важен процесс, они любят свое дело. И именно поэтому они как раз-таки находятся на тех как бы вершинах, на которых они находятся, именно из-за этого. А когда как бы там тотальная бизнес-схема головного мозга, как бы, да, то есть, блин, ребят, вообще, в принципе, типа, сейчас я буду заниматься тяжелой музыкой, чтобы заработать денег, но это, типа, знаете, это мем есть, Стонкс, короче, можно сейчас вставить на монтаже, короче, это вот про это, то есть, типа, ребят. Ну, на самом деле, да, ты тем более, если ты мыслишь такими категориями, то нужно выбирать и стиль-то другой. Да, конечно, надо... Ну, условно говоря, ты же как бизнесмен, ты должен посмотреть, сколько аудитории, которые слушают тяжелый металл, сколько аудитории, которые слушают там поп-музыку, там рэп, и уже идти значит, вот в эти категории. Хип-хап, don't stop, типа улица. Да, посмотрите, плейлисты. Друзья, у самурая нет цели, есть только путь. В общем, это мораль, на самом деле, всей вот этой вот истории, которую я вам поведал. Есть у меня еще один вопросик. Как у человека, который очень тепло относится к группе Нирвана. Так. Вы сделали кавер на песню, которая не столь популярная. И на концерте даже не все поняли, что это кавер на Нирвану. Мы-то старые псы-то помним эту песню. Да, я так понимаю, это Игорь Павлович надоумил вас, или вы тоже испытываете теплые чувства? На самом деле, вот, чтобы ты понимал, вообще вот размах вот этого вот творческого вот этого мышления вообще на самом деле, это вот вообще релиз вот этого кавера, это оммаж на то, что в целом происходит с андеграундом сейчас. Да, ничего себе! Да, здесь, еще раз, здесь задумка в том, что это трек Нирвана, то есть, казалось бы, да, то есть, там, вроде как Нирвана, вроде, там, у любого человека спросил, он скажет, да я знаю все треки Нирваны. Да. А фишка в том, что этот не знает. И вот здесь то же самое, что это оммаж своеобразный на то, что происходит что-то крутое, скрытое от глаз вообще, в принципе, людей, короче. То есть мы взяли популярного исполнителя, но взяли песню, которую, грубо говоря, очень мало кто знает. Ну, и да, это на самом деле олицетворяет вообще, по сути дела, все то, что происходит. Что происходит сейчас? Да. Ну да, у всех в голове, если говорят Нирвана, это сразу вспоминает Teen Spirit и думают, ну вот это нужно взять, и все узнают, а вы подошли с другой стороны. Это вот, да, это вот такой творческий замысел, то есть это фактически вот трек
записан, сделан, и сам факт вообще того, что этот трек был взят, и то, что он был сделан, это уже своеобразный месседж, на самом деле, который очень как бы завуалирован. Ну и это интересно, потому что, насколько я знаю, металлисты не особо-то жалуют Нирвана. Не знаю, почему такая история. Почему-то, ну, с одной стороны, я понимаю, потому что в металле должно быть очень много нот, очень много техники, а Курт как бы это все отрицал. Он такой говорит: соло. Сейчас я вам сыграю соло вот такое, чтобы у вас просто уши, блядь, вытекли. На самом деле, вот этот трек, он, на мой взгляд, достаточно такой металлевый, в стиле new metal даже, можно сказать. Если вы послушаете оригинал, там можно найти нотки такие даже и корны, и куда-то немного в дефтон, знаешь, такое, чтобы... Ну, да, ну я понял, да. Это вот такое, да. потому что это не такая, не классическая песня Нирваны, там и... Да. Не, ну понятное дело, то, Дэйв что... Гролл хорошо разжег, там с барабанами, там неожиданные такие партии, да. Ну, это понятное дело, что интерпретация наша все-таки в нашем стиле, в нашем как бы видении, скажем так. Вот, но тем не менее, как бы важный вообще, короче, важный комментарий касаемо вот этого кавера и почему он вышел и почему все так, это вот именно вот это. Что сам факт вот этого кавера, сам факт именно вот этой песни, которая была выбрана, это по большому счету вот оммаж на все то, что происходит в принципе. Что вроде как что-то условно... Ну, надо супер лютое, но в то же самое время об этом никто не знает. Ну, надо вам немножко такие тоже вот эти свои замыслы, немножко чем-то подкреплять. Каким-то, условно говоря, когда у меня был на подкасте Александр Кузнецов из группы Корея, он рассказывал, как они снимали клипы и оставляли такие пасхалки, которые, черт, никто не читал. Он говорит: а вот там стул двинулся. Говорит: это никто даже не увидел. Мы же хотели сказать это. На самом деле, ну... большинство просто даже не понял, что это трек Нирваны. Кто обратил, кто вообще, ты слышал человека, который такой: о, это же Нирвана? Нет, ни одного. Вот я первый. Мы были на концерте с чуваком, который тоже знает Нирвана. Я говорю: вот это как раз был трек Нирваны. Он говорит: какой? Когда? Блин, ну слушай, на самом деле пасхалки, они, наверное, на той пасхалке, то что они не супер заметные. Ну, я к чему-то говорю. Вот то, что ты мне сейчас сказал, я просто про это даже не думал. Я такой: прикольно, что они взяли именно эту песню. Я такой: интересно, неожиданно. У этого есть, да. Прям я думаю, такой неожиданно, что кто-то вообще услышал, знает эту песню, еще и кавер сделал. Это вообще прекрасно. Да, у всего, все не просто так, на самом деле. Слушай, а как вообще к каверам ты относишься, к кавер-группам? Ну и сам как вот, это же такая история, ну не бывает такого, что... У меня только что реакция была. То есть ты себя представил это: комбат, батяня, батяня. Да слушай, ну давай так, типа, смотри, в целом, как бы, если это для людей прям хлеб, то есть из разряда того, что они прям этим зарабатывают и так далее, это окей. В этом плане как трансформируется мнение вот сейчас, спустя время. Я до этого вообще вот, в принципе, вот как-то вот и формировался, и был убежден в том, что кто что делает, тот пускай то и делает, что он хочет. Знаешь, как бы это сейчас не звучало. Если мы берем кавера, это же тоже такая история. Поначалу-то все этой историей страдают. Ну, то есть ты же, когда начинаешь... Без этого-то никак. Да, ты начинаешь хотеть музыку, ты же не можешь такой. Я, типа, не играл ничего вообще чужого, даже на гитаре не учился ни одну песню чужую. Я сразу написал свою песню. Такого же нет, правильно? Ты же все равно что-то перепеваешь, что-то переигрываешь. Это 100%. Просто здесь, видишь, этот вопрос тогда он чуть конкретнее тогда ставит. Что да, я понял. Каверам с точки зрения там, с точки зрения там старта какого-то, это вообще необходимая вещь на любом инструменте, включая там вокал и так далее, и так далее. Когда только заходишь, то есть понятное дело, то, что надо как бы по референсу попробовать там, да, свои навыки как-то реализовать, да, скажем так. Вот, а когда это становится прям профессией, то, ну... Ну, я понял, конечно, свое, ребят. Давай так я скажу, короче, я не хочу претендовать там на что-то, но, как бы, блин,
Мое мнение лично такое. Когда ты там играешь в кавер-бенде для того, чтобы просто там, не знаю, условно прокормить семью там и так далее, это окей. Если ты играешь в кавер-бенде и стараешься, вот знаешь, что переводишь это все на русский, там, да, и так далее, и так далее. Ну, для меня, честно, сейчас, кстати, вот, ну, байт на негативные комментарии, ну, это лютый кринж, типа. Блядь, там, я не знаю, там, Намп на русском языке, там, я не знаю, Рамштайн на русском языке, там, раз, и светит солнце. Вот это что это такое вообще? Как это можно сделать? Реально, это жесть. Но это вот это, короче, вот это флер, конечно, вот это... Блин, и, кстати, я даже знаю, блин, ты понимаешь, из подсознания, короче... Простите! Да, простите, я теперь знаю, откуда я это достал, я сейчас теперь вдвойне, короче, там Простите что-то налетит, скажут, что он там говорит. Ну, короче, в этом плане, да, то есть я как бы так, короче, Да, не моя тема. Да, демократическая Да, позиция. не Ну, моя. это просто немножко не мое. Да. Ты хотел сказать говно? Да, нет, не мое. Вот, но в общем и целом, да, ну, как бы, делают и хорошо, на самом деле. Лучше делать, чем не делать, короче, поэтому Так. нормально. Окей, ну раз мы зашли на территорию Коверов. каверов и исполнения чужих песен, Так. ты, как мы выяснили, на чем рос, что это было Аматори, это был Линкин Парк, и что еще? Slipknot, вот, Это был на фоне. Корешка. Корешка, да. То есть это же все равно группы, которые вдохновили. Да, 100%. Ты какие песни каверил, когда Ну. начинал? Вот что тебя так зажгло, прям, что ты такой, ну блин, сейчас буду рычать. Не было что такого? Ты играл вот в хоккей, такой, приходишь в раздевалку, говоришь, пацаны, да ну нафиг, я ухожу, я буду петь песни. Блин, вот сейчас будет, короче, лютый эксклюзив, вот прямо сейчас. Экспириенс. Давай. Я прям сейчас, вот ты сейчас задал вопрос, и я вспомнил свой самый первый раз, когда я в принципе попробовал. Петь. Да, я вспомнил этот момент. Короче, это, ну, условно, я не знаю, какой-нибудь 2010 год. То есть, ну, это еще школа там и так далее, и не старшие классы. Мы сидели у друга дома, и у него был диск Live in Texas 2003 года от Linkin Park, и там трек With You, он начинался с такого протяжного скрима, да, там, и экстрим вокала. И фишка в том, то, что я помню этот момент такой, очень воодушевляющий, на самом деле, зашла его мама, когда мы вот это все посмотрели, там, восхищенными глазами. Она говорит, так слушайте, микрофоны для домашнего караоке есть. А у него было домашнее караоке. Нифига себе. Представляешь? Мама крутая. Да. То есть она такая, нифига себе, круто орет. Да. Мы Попробуй в микрофон. Мы к этой теме, да, мы сейчас вернемся, потому что это на самом деле это супер важные такие вот прям пазлы вот в этой всей истории. Короче, достаются вот эти микрофоны, играют, а там причем, ну как бы, какой-то звук, конечно, понятное дело, что там все это шипело там и так далее, но не суть важно. И мы такие, ну что, давай, типа, давай. И получается, я как сейчас помню, друг пробует первый, ну вот это вот, собственно говоря, вступление трека With You из Техаса сделать. Что-то он сделал, я такой, давай я попробую. И я помню, я встаю ногой на диван, короче, Сцена уже пошла. И там просто, да. Там, знаешь, вообще какая-то там... И тут вы поняли, да, что это не так уж все-таки просто. Ну, дело не в этом. Дело не в том, что поняли, что не просто, а дело в том, что мы поняли, что можно пробовать. Наверное, вот так вот я бы сказал. Ну, зажглись. Это история. Да, то есть это вот было вот это какая-то отправная точка. И опять-таки с этим же другом, зовут его Денис. Денис, если смотришь, привет. Вот. Надеюсь, у тебя все еще есть эти микрофоны. Как вообще пришло к тому, что мы лайвы эти начали смотреть? Был, короче, MP3-плеер с такими динамиками небольшими, знаешь. И я как сейчас помню, он говорит, чувак, смотри, что покажу. А мы стоим около ларька, я вот как сейчас помню. Он включает, нажимает на эту центральную кнопку, и там начинает играть By Myself. То есть, короче, вообще, в принципе, первые два трека, есть топ-3, про третий отдельная сейчас история будет. Первые два трека, которые, в принципе, услышал в жанре рок, вот в таком, да, вот осознанном как бы формате, это By Myself Linkin Park и Hit the Floor Linkin Park. То есть это вообще не, там, не супер хиты там и так далее, и так далее. Но я помню, вот он включает, и у меня какой-то, знаешь, там просто выброс там вообще всего возможного. Такой, типа, что такое вообще? Третий трек, вот есть еще один забавный момент, был урок информатики. Я сейчас такой, Валерий Леонтьев, мой дельтаплан. Не, ну как бы попса, мы всегда там, ну, отца в машине там играл и так далее, ну, там шансон по большей части и так далее, но как бы
И получается, я никогда не забуду урок информатики. Я одноклассник. Такой я не часто слышал. Одноклассник, короче, включает, а там были компьютер с колонками. Включает, короче, Slipknot Sick. О, это сильно. Я когда это услышал, я думаю, это что за ужас? Я испугался. Ну, ты знаешь, для меня это было, господи. Еще непонятно, да? Да, это что за... Это сатанизм, короче, знаешь, из разряда, да. То есть меня просто... Меня это реально испугало, короче. То есть я помню этот момент, когда у меня просто вот эмоции такие какие-то резко какие-то там, да, вот вообще какие-то такие. Вот, но как-то, может быть, в силу протеста там юношеского, не знаю, в силу чего, короче, вот спустя время это вот как-то полюбилось. То есть вот первые 3 трека, которые, в принципе, вот в моей жизни есть, это еще раз Linkin Park By Myself, Linkin Park Hit the Floor и Slipknot Sick. Вот это 3 трека, которые вот просто они вошли, а дальше уже от них там пошло. Пошло дело. Пошло-поехало, короче, да. Вот Ну, на самом деле, Slipknot я часто и на себе это тоже испытывал, и много с кем разговаривал. Сразу никто их не въезжает. Это как будто бы, знаешь, чуваки опередили немного свое время. Потому что первое знакомство такое, что-то ничего не понятно, что-то барабаны, что-то много всего такое, что такое? Как-то это такой, не. Ну, ты привык более какие-то квадратные, да, там, размерные, спокойные, ну, даже если там Linkin Park, да, он же не орал все время, да, там, Ну, да. это четко выверено в какие-то моменты такие, которые прям... А здесь вот просто лютая вот эта ненависть, вот это зло. И ты в первый раз, вот у меня тут была такая же история, что первый раз я послушал, я такой, что-то не врубать, как будто для меня что-то жестко. Потом, по-моему, что-то через несколько месяцев я еще раз попробовал, то ли где-то там на тусовке или еще что-то включили, и я такой, да. Щелкнуло. Типа все, и мы вот другой концерт, нет, это Live London, да, и мы просто его смотрели вот это на DVD, мы такие, вот это да, вот это все, вот просто, это крутая тема, поэтому в Slipknot и вот такие группы, они немного опережают время, и ты потом их слушаешь, это все равно звучит круто, даже на сегодняшний день, там альбом 99-го года, прошло 25 лет, камон, 26, ты такой, круто звучит. Я его слушал как раз сейчас, пока на подкаст ехал в такси. Да, я что-то решил, не знаю, я такой еду, думаю, сейчас надо какие-то вот это самые там чакры, короче. Возбудиться надо. Да, чакры возбудить, короче, вот прям включил, прям с интрухи и пошло-поехало, короче. Слушай, ну круто. Настроился на беседу, так сказать. Black Pirates, кстати, ковернули Slipknot. Да, конечно. Ты слушал на концерте? Это прям... Конечно, слушал, я постоянно подбегаю, подпеваю, там это у нас уже традиция. Да, мы, кстати, с Александром, Саня, привет. Даже под этот тречок я отбросил камеру и думаю, надо попрыгать, надо вот вернуться вот это в детское состояние. Я говорю, Саша, я уже не могу, я уже лысый, но ты еще можешь распустить волосы. Саша, привет. И привет всем, кто думал, что я стою с девушкой в розовой кофте с длинными шикарными волосами. Это была не девушка, это был Александр. Саша, привет. Отличная реклама. Окей. То есть Linkin Park, Корюшка и Аматори. Да. Все это надоумило тебя заниматься музыкой. Но как-то люди сколачиваются в банды, в стаи. У тебя это, получается, шел все-таки сольное какое-то, сольное творчество, не было каких-то банд до... Нет, группа у меня, в принципе, вот была одна. У меня вообще, в принципе, в жизни было 2 группы. Это Bite the God и Atlas to be Faded. Все. Изначально, то есть я, получается, просто учился вокалу, да, вот как я рассказывал, то, что вот ездил на точку, все, вот пытался там что-то петь, кричать там и так далее, и так далее. И далее был первый преподаватель у меня по вокалу, что в 2011, по-моему, году это было. Вот. И это был Слава Соколов. Вот это поворот! Да, друзья, вот такие у нас интересные беседы сегодня. Да, это был Слава. Слава, привет. Вот. Добавить это здесь важно, как раз таки вот с моим другом, который прям микрофон, эта история из караоке, помнишь? Это и был Слава. Нет, мы его первые ученики. Самый первый. То есть вот когда только вот Слава начал преподавать, вот мы вдвоем к нему, прям, я помню, вдвоем прям приперлись. То есть и как бы там вот был момент, что сначала 1 на 1 он позанимался с другом, потом вот уже 1 на 1 со мной. То есть мы самые первые люди, которые вообще в принципе пришли к Славе, когда он только-только начал преподавать вокал. Это еще было в 2011-2012 году. Ты снимал, когда, вот я помню, из гримерки видео, я на самом-то деле сказал вот эту историю, просто здесь, наверное, имеет смысл это продублировать.
с точки зрения подачи на сцене, потому что я на концертах Аматри был еще там, в 2012 году, когда они еще там тур был Игоря со Славой и так далее. То есть я там вообще прям мелким ходил, я прям месился, ты знаешь, вначале стоял, там орал песни и так далее, все это было. С точки зрения подачи, вот, например, на сцене, вот это вот какой-то вот энергетики и так далее, Славик-то, там так-то... Делают вещи. Ну, ядерный реактор прям, я не знаю, но у меня воспоминания такие, то есть я говорю, на молодые какие-то, вот на молодой мозг и так далее, вот я на этих концертах все старался всегда стоять ближе к сцене и так далее, я прям, меня завораживало. То есть с точки зрения прям именно движения, опять-таки, если мы возьмем вот именно просто как двигаться на сцене, как бы лучше я никого не видел, если честно, вот вживую сам. Да, невзирая на то, что первый концерт в моей жизни, это был как раз Slipknot в 2011 году, 30 мая, по-моему, или... Нифига себе. Да, это был Ледовый дворец, это мой первый концерт в жизни, мне было тогда 15 или 16 лет, я, кстати, чуть не умер там, в прямом смысле. Нифига себе. Я как сейчас помню, на разогреве была Стигмата, это 2011, по-моему, год был, май или июнь, не помню точно. И, короче, начался разогрев, когда вышла Стигмата, и там происходил просто ад. То есть там из разряда там давка просто там влево-вправо. То есть у меня такого больше, никогда в жизни больше такого не было вот вообще. И я понимаю, что я падаю, и по мне начинает просто, знаешь, там толпа людей ходить, типа. А я понимаю, что мне уже дышать сложно. И благо я был с другом, меня друг просто вот он из всего вот этого, короче, ада меня просто, знаешь, там за руку берет и вытащил меня и так далее. Я как бы уже лежал, а уже все. То есть по мне прям ходит, прям, знаешь, очень много ног. Просто, да, там прям так и не замечают вообще, что я там лежу, короче. Слушай, я был поменьше еще все-таки. Не, ну слушай, ты, несмотря на то, что ты тогда был, наверное, поменьше, очевидно, но ты все-таки парень не маленький, что говорить, если там девочка попадется, там вообще... Там была жесть, я говорю, то есть на самом деле, если бы не друг, есть вероятность того, что я бы, меня прям затоптали бы. То есть я прям помню вот это, то есть я уже вот... Мы трезвые там. Короче, тебе разогрева уже хватило. Да я на разогреве, да. Вот, я помню, это тоже забавный момент, когда они вышли на сцену, короче, они еще в красных комбинезонах были там и так далее, и так далее. А я ждал, короче, что я своими глазами увижу Лондон 2002 года. То есть я думал, что у меня, короче, в глазах... Точно так же будет. В глазах, короче, монтаж там будет, знаешь, увеличение, отдаление. А потом, знаешь, они выходят, и я такой, а почему, типа, картинка статичная? Короче, просто свет мигает. Свет мигает, и просто что-то выступает. И понял, я такой думал, это не то, что я хотел увидеть. Это детский мозг. Перебью тебя по поводу вот этого, я тоже разговаривал на подкасте, по-моему, я это говорил, что когда мы смотрим какой-то концерт, это тоже заслуга операторов и монтажа. Конечно. Мы когда смотрим какой-то Slipknot, нам кажется, там просто феерия. Ребят, там феерия, потому что там 20 камер, и каждые несколько секунд включается камера с самый лучший момент, где там гитарист рубится, там барабанщик, тут что-то тут прыгают, да, там диджеи в толпу, они выбирают самые яркие, самые крутые моменты. И когда смотришь, ты начинаешь такой, когда ты смотришь просто вот, почему я камень в огород, наверное, людей, которые снимают с телефона, это тоже круто, да, но с другой стороны, когда ты вот просто тебе поставили издалека один телефон, и ты смотришь вот это вот, и ты такой, не так уж они круто и месяцы, и отжигают на сцене такой, и даже Slipknot, я что-то думал, они как-то поживее, да они нормально работают, просто ты видел это все в монтаже. Ну да, вот это, о чем ты сейчас говоришь, тот эффект, который у меня сработал, короче, на моем первом концерте. Что-то вы вялые, да? Что-то как-то, что-то не так. Я еще, ладно, не будем уходить уже в эту тему. Короче, в целом-то как бы мне понравилось. Короче, скажи, что было круто, иначе тебя распнут на... Да, согласен. Ты такой, согласен. Ты аккуратнее, я же, блядь, возьму этот эпизод. Реально? Реально? В общем, короче, тот концерт, он в любом случае был отправной точкой. Это, знаешь, 100% это была склейка, короче. Да не, действительно, это так и есть. То есть, понятное дело, то, что там какой-то детский мозг, он как бы там вообще был в ожидании чего-то такого, что сейчас там будет происходить что-то там сверхвау. Ну, понятно, что и был сверхвау, потому что я как сейчас помню, что Кори со сцены еще говорил, что это там что-то best show from the whole tour и там и так далее, и так далее. Это как бы для меня тогда это было даже... Я понимаю, что иностранцы любят там, в принципе, говорить такие вещи. Hello, St. Petersburg! Thank you for being with us.
on the first time we've ever been to St. Petersburg. And thank you so much for being with us. Something special about this, man. How do you guys feel? Do you feel all right? Obviously, as you know, tonight is a very emotional night, as this whole tour has been very emotional. But like I've said all around the world, this is not a time for negativity. This is a time for positivity. This is a celebration. So welcome to the Slipknot celebration. Вот, но для меня это звучало достаточно искренне, и как бы мне, ну, действительно, концерт был прям хорош, на самом деле. То есть, вот, такая вот штука. Знаешь, я должен был сказать в конце, вот так все произошло. Какие ваши ощущения от концерта? Типа, да, блядь, на стигмате затоптали. Потом я сидел, блядь, сверху смотрел весь концерт. Ну, такое себе. Не сверху, я в толпе был, кстати. The Idols to be Faded единым сыты. Есть у нас вторая группа, с которой, я так понял, ты в первую очередь начал. Да, да. Это моя первая группа. Бойцы Кот. Да, она первая, как бы, и вот уже спустя столько лет, уже 9 лет ей уже, кстати. 9 лет. 9 лет, да. Это, Но там, вот там, так там молодая группа. Почему группа, которую 9 лет называют молодой? Да я объясню, на самом деле, все. Ну давай по порядку. Все-таки вот в ролике, который вы посмотрите, я надеюсь, на Brain Rock Studio, как мы ездили в Москву, поднимался кратко вопрос названия группы. Что же это все-таки за таинственное такое название? Ой, ну вот это, короче, Вот вот с этого стоит вот начать. это, вот это прям история. В общем, Давай. Название у группы окончательных было 3. Ну, вот он, хайп, которого вы хотели. Так что переименовываетесь, потом вы начинаете петь русские песни, и остается «Укуси козла», как бы, извините. Не, название оставим. Кстати, касаемо И русских... треки в стиле пневмослон идут. Тогда работает название. Не, пневмослон фирма, кстати. Ася, привет. Очень важным этапом в моей жизни было вообще преподавание. Началось это все во времена коронавируса в 2020 году, когда как бы всех заперли дома, надо было что-то придумывать, что-то делать, и я как бы решил начать преподавать онлайн. Вот, и так далее, и так далее. И потом я помню, что у Аси Зеленой, получается, был сторис, что она вот ищет к себе в школу преподавателя по экстремальному вокалу. Это было тоже давно, уже года 3 назад. Вот, я помню, я откликнулся, она позвала меня на собеседование, так скажем. Вот, получается, где, в принципе, всех все устроило. Вот, и мы, по большому счету, стояли вдвоем у истоков школы Green Jam. Green Jam вообще любовь, вообще супер. Супер школа, на самом деле, с супер специалистами и по сей день. Вот, состав преподавателя я был вынужден покинуть в силу того, что я уезжал как раз-таки в Сербию там, и так далее, и так далее. Но воспоминания только теплые, на самом деле, касаемо этой школы, потому что, конечно, Ася, ну, вокалистка, опять-таки, Пневмослона, вокалистка группы Астра сейчас. Тоже проект у нее есть, конечно, прям сильнейшая женщина, девушка, ну, как, сильнейшая как женщина, но по факту она девушка, она молодая. Конечно, очень большой вклад был внесен. И как бы и в меня в том числе. Объясню почему. Потому что я когда пришел, то есть уже были как бы базовые задатки, базовые навыки там и так далее, но в то же самое время мне рассказывалось про структуры, про все вот эти моменты. То есть со мной вот Ася там персонально сидела, мне все объясняла, там
даже, допустим, то, что я делал, я даже сам, условно, не знал, что я делал. Но вот Ася мне, условно, она объясняла, что ты вот когда делаешь вот это, ты делаешь вот это. То есть именно с точки зрения, там, какие мышцы, там, где как работают, там, и так далее, и так далее. Ты работал по наитию. Ну, наитие такое появилось, что мне нужно выполнить определенный алгоритм. Нет, я не работал по наитию. Когда меня только взяли, когда меня Вот только это взяли, наитие, понимаешь? смотри, меня только взяли, и мы начали функционировать еще через несколько месяцев только. Вот, то есть вот этот вот этап, вот это восстановление, что надо как бы, ну, помимо навыка, надо еще уметь это все людям объяснять, вот это вот как раз-таки Ася на это все вложила, как бы, грубо говоря. Вот, соответственно, то есть, потому что вот у Аси, у нее прям, там, конечно, планка очень серьезная в плане вот вокала, потому что там и литература вообще каких-то сумасшедших денег стоящая, там это все приобретается, там тоже там преподаватели, курсы там и так далее, то есть она сама, будучи преподавателем, она сама развивается там и так далее, как бы, то есть там, конечно, это прям клад знаний. Уже после того, когда уже все были готовы, да, к этому, мы открываем школу, получается. Вот, ну, как бы Ася открывает, в смысле, а я как бы вот в составе преподавателей, там, как бы один преподаватель, и вот так вот мы стартанули, и как бы все это существует до сих пор, все это существует супер успешно, потому что, ну, Ася набирает преподавателей все больше и больше, да, там, то есть, и там по клавишам, да, и по чистому вокалу, по экстремальному вокалу, там, да, есть преподаватели, там, и так далее, и так далее. Вот, и я, собственно говоря, тоже как выходец из этой всей истории, как бы вот... Видите, как что. Вот, сейчас у меня сольное плавание, то есть я сейчас преподаю, как бы, уже сам на себя я работаю, там, да, и так далее, поэтому, друзья, если есть желание, можете записаться и в Инстаграме, в ВК, где угодно есть мои контакты и так далее. Вот, но, тем не менее, это тоже просто я решил осветить, это очень важный вообще этап жизни, потому что мы проработали вот бок о бок 2 года, проработали, и как бы и вообще все супер, без нареканий каких-то, ни со стороны там учеников, ни со стороны каких-то внутренних там моментов, то есть вообще там ни разу не ругались, ничего, все было прекрасно, прям это было прям супер крутое время, конечно, вспоминаю вообще только с теплом, короче. Слушай, а вот по поводу вокала. Да. Дофига же людей хотят орать. Ну, Так. не все понимают, что это сложно, можно себе там глотку сорвать, да? Глотку? Если ты орешь как безумный просто. Но ты же пытаешься издать звук, как у них. Это понятно, просто это здесь... Нет, я к чему говорю. Приходят люди, вот, которые, может быть, что-то уже поняли, да, может быть, или думают, что поняли. Кого лучше? Вот тех, кто вообще вот прям такой, чувак, я чистый лист, ты в меня вложи. Или вот кого-то переделывать. Как? Или вообще у людей, ты видишь, допустим, задатки сразу, вот, блин, вот этот чувак будет, а вот этому ничего не поможет. Здесь абсолютно 50 на 50, объясню, что я имею в виду. Иногда база, да, вокальная, она играет в плюс человеку, а иногда в минус. То есть иногда человек уже привык настолько петь в каком-то определенном стиле, в какой-то определенной манере, что переделывать это очень сложно. Здесь действительно есть такой как бы клишированный ответ на эту историю, да, что у всех все индивидуально, это действительно так. То есть кому-то база помогает, кому-то база мешает, понимаешь, и как бы здесь это уже вот такая вот история. Вот, и плюсом ко всему надо всегда, то есть какую историю я пропагандирую, вот именно касаемо там работы с голосом, нужно себе облегчать жизнь, скажем так. То есть, что я имею в виду? Подбирать под себя песни комфортные, особенно на начале пути, потому что очень часто люди там, вот, хочу там, я не знаю, намп петь, а человек не пел никогда. И вот он, этот намп, там, не знаю, полгода у него вот этот намп головного мозга происходит, там, и так далее, хотя, на самом деле, можно взять песню, которая проще и для него удобнее, там, да, грубо говоря, и через нее уже научиться... Постепенно, да? Постепенно, конечно. То есть, самое главное, это позитивное закрепление. Вот, а когда ты сразу, там, условно, берешь какие-то там суперсложные штуки, понятное дело, что позитивного закрепления нет, и как бы тебе тяжело. То есть, в этом плане, это уже преподаватель тоже должен в этом плане участвовать. Это не так, что, ой, тебе нравится, там, я не знаю, там, что-то сверхсложное, там, не знаю, там, Will Rams, там, из группы Lorna Shore, там, где там экстрим-вокал вообще, там, и там, и сям, и вообще, там. У тебя, может быть, ты в сторону баса больше, а ты такой приходишь, говоришь, я вот хочу Aerosmith,
А я тебе объясню. с порога. Я тебе объясню. Ты такой, ну тяжеловато тебе пить, а тебе, может быть, попробовать Тиля Линдемана какой-то тречок. Здесь смотри, немножечко. это очень условные разграничения. Ты смотри, ты сейчас руководствуешься как бы такими классическими пониманиями по типу бас, баритон, тенор, головной грудной резонатор, опора там и все такое. То есть, как бы, это все на самом-то деле уже прошлый век в какой-то степени, да, то, что есть уже CVT и VT. То есть, все зависит от того, насколько у тебя голос тянется, понимаешь? То, что ты разговариваешь вот так вот там и так далее, это еще не говорит о том, что ты не можешь брать супер там высокие ноты и так далее. То есть, понимаешь, именно в плане, потому что есть типы смыкания, там плотное, тонкое, там штрабас, твердое и так далее. Мы как бы сейчас в это вдаваться особо не будем, но в общем... Все вот эти вот разграничители, там, да, это все очень большие условности, скажем так. Ну, все равно же у тебя есть тянется, но у тебя вот есть, да, там точка вот посередине. Бас, баритон, условно говоря, Так тенор. это Ну, условно. ты можешь быть немножечко сюда, но тебе все равно кому-то попроще вот здесь работать, да? Так, Ну, может быть, бас человек, я не знаю, там, условно, там, вроде как он разговаривает, у него голос высокий, там, да, а на самом-то деле, там, он супер высоко там уйти не может, ему сложно. А бывает наоборот, Может что... быть, да. Просто ты же смотришь вокалиста, допустим, мы не видели примеров, когда, допустим, Честер куда-то спускался низко, да, как Не видели, Тилюшка, да. да, или Тилюшка Так пел вот, как ребенок, вот как Честер, вот настолько высоко, да, там вот какие-то. Хотя Честер тоже не сказать, да, что очень, наверное. И вот сейчас, друзья, очень важный момент, вот те, кто досмотрели вот до этого момента, сейчас закольцовываем тезис, про который я сказал, про комфортность голоса. Простыми словами, если объяснять, грубо говоря, если бы партии Рамштайна пел бы Честер, и наоборот, если бы Тиль Линдеман пытался бы петь партии Линкин Парк, скорее всего, это было бы не очень. Но это не отменяет того, что они хорошо поют. И это легендарные, там, условно, вокалисты. Ну, да. Не условно, а как бы действительно там легендарные личности, вокалисты там и так далее. Отсюда вывод какой? Очень важный момент, когда вы вообще, в принципе, работаете там с преподавателем, очень важно формировать запрос грамотно, на самом деле. То есть, вот, это важный момент. Ну, когда у тебя есть вопрошание к там, чему-то. То есть я преподаватель по экстремальному вокалу, тоже важный момент. То есть не по чистому. То есть я не учу петь как Вайра Смит. Я учу петь как там Whitechapel, The Art is Murder, там Wage War, Parkway Drive, As I Die. Касаемо закольцовки, да, вот эта вот история, да, вот тезисы, которые вот изначально очень важны, там, допустим, преподаватель должен разглядеть предрасположенность, там, да, определенно, то есть не... Как объяснить? Нужно раскрывать человека через его сильные стороны. Всегда. То есть усиливай сильное. Конечно, это самый короткий надежный способ. Всегда. Вот в подходе. То есть, как я и сказал до этого, не надо со старта особенно. Я не говорю, что в принципе не надо, потому что, может быть, а вдруг мы не знаем. Но со старта не надо просить Тиля Линдемана спеть «Numb». Ну да. Пускай здесь будет вот такая вот история. То есть, да, грубо говоря, это чисто вопрос в подходе. Вот, и дальше уже через это уже можно как бы... Уже что-то смотреть, работать и так далее. Волшебной таблетки нет, надо пробовать. Условно, если тебе помогает что-то, да, вот в этой истории. Я почему говорю, что, блин, ну, там, допустим, ученики у меня занимаются, я говорю, смотрите все, смотрите вот концерты, лайвы, кто как рот открыл, кто там что говорит на английском, на русском языке и так далее, пробуйте. Потому что вот то, ради чего, это результат. Если тебе реально помогает, там, условно, я не пропагандирую сам эту историю, ну, там, допустим, помогает какой-то подход из разряда, там, вот с опорой связан, там, да, то есть, допустим, у меня есть ученики, у которых база, которые привыкли уже, там, говорить про опору, да бог с ними, я буду с ними говорить, там, то, что вот, там, опоры не хватает, там, и так далее. Мне не сложно. Просто если ему понятнее это, бога ради. Самое главное — результат. Все. Если результата нет, это проблема. У учеников. Вот и все. И у преподавателей. Потому что результата-то нет. Приходят родители и говорят, почему сына не орет, как Честер Беннингтон? And he was like, yeah, can you just do that all the time? Я даю своего ребенка, и он через 2 месяца поет точно так же. Да, Он не господи, поет, как Честер Беннингтон. Через 2 месяца он поет как кто? Как никто. Ну, Другой. Кто это сказал? Это все путь длиной в жизнь. То есть вот эта вот история, я не знаю, вот я отдам к тебе вот
Бриан, научи человека снимать подкаст за 2 месяца, как ты говоришь. Ты научишь человека снимать подкаст за 2 месяца? Если будет хотеть. Да я вот. Это первое, а второе, как бы в общем и целом, это все совершенству нет предела, в конце концов. Ну да. Ну, простые русские мудрости, да, народные и так далее. Это все путь длиною в жизни. Вот вокал, вот, пожалуйста, вот, друзья, вот у нас на экране, вот Кори Тейлор, вот он стоит. Как бы люди, которые очень внимательны, они вообще заметят, что у него вокал так-то трансформировался вообще на протяжении всей карьеры. Голоса тоже меняются. У Честера тоже, извини меня, там в 2003 году и там в 2000 уже там условно 15 Ну там да. тоже все по-разному. Поэтому, друзья, кого интересует экстремальный вокал, вот, обращайтесь. Да, Иван не повесил еще свои связки на гвоздь, поэтому можно писать ему в личку, да, куда нам писать? Да, в Инстаграме, ВК, везде меня можно найти. Пожалуйста, ждем Отлично. вас. Но мы ушли от другой темы, Так, от укуси козла, или не дай козлу укусить тебя, или вообще другого смысла названия. Давай-ка вернемся к этой группе. так. Что у нас там происходит? Как там происходит? Там тоже коллектив собрался у вас там? Собрался, да. Там ребята такие харизматичные. Один басист чего стоит со своими тягами? Один басист, ребята, это Деннелли. Это, между прочим, кстати, у него очень серьезные цели касаемо басовой истории. Вот я сейчас так вкратце опишу. Ну, учитывая, что он прям супер артист, это уже все поняли. Он еще планирует сейчас заниматься, там вот есть топовый преподаватель, боюсь наврать, сейчас не могу сказать точное имя, фамилию. Короче, сейчас будет прям повышение навыков, и там будет артистизм плюс скиллы. Короче, вообще, вот у него планы просто супер грандиозные на именно свой инструмент. Скажем так, у него прям вот он хочет прям number one в России быть. Короче, по всем параметрам, короче, да. Да, Денис Сергеевич, Деннелли, да, у нас уломать стереотипы о басистах. Это же как знаешь, да, там что, Серьезно, басисты в серьезно. группе там что-то это самое, нет, там вообще, там просто ураган какой-то у нас. Да, у нас в группе есть ураган, короче, да, это Денчик. Короче, Деннелли легенда. Про Денчика вы можете посмотреть в том же видео Да. на канале Brain Rock Studio. Да. Он расскажет вам про тяги и про все. В чем отличаются тяги от подкрадуль? Да, это Да. очень важно. Денчик, большой салют тебе, брат. Давайте мы тогда все-таки перейдем наконец-то Так. By the God. Угу. Кстати, хороший лагерь. Наша питерская пивоварня, пивоварня Хофнер. Кому интересно, посмотрите подкаст с Колей. Он вам расскажет, как можно бегать, пить, не стареть и только хорошеть. Поэтому, если что, забегайте в бар. Drink, drank, drank. Вот, там сможете нахватить и порадоваться. By the God. Да. Что это за организм? Вот это супер вопрос. На самом деле, честно, вот давай, наверное, плясать от печки. Еще в 2015 году, ой, это уже 10 лет получается группе. То есть, вот, вообще старички уже получается. Ну да, да. Вот юбилей. у нас было, да, трио собралось. Вот меня позвали на вокал, получается. Ребята, они вдвоем играли на гитаре. Меня в группу позвали, когда увидели кавер на Slipknot, мой People Equal Shit. Я записывал трек. Slipknot объединяет. Да, это база. Вот. И получается, было... Я просто, на самом деле, честно говоря, вспоминаю вот те времена. Это какой-то, ну... Это просто какой-то цунами амбиций, короче. То есть мы были молоды, и вот было просто дикое желание, вот ты знаешь, как вот завоевать мир. То есть из разряда того, что, чуваки, мы сейчас напишем такое. И, кстати, на самом деле так и случилось, потому что, кому интересно, можете даже в паблике посмотреть. У нас сумасшедший отклик на эпишнике, на дебютном, потому что там почти, там, по-моему, 1500 лайков, или даже 1500 лайков на дебютном. Да. То есть там так. Неплохо. Мы сделали, короче, Lorna Shore до того, как это стало мейнстримом, на самом деле. Да, то есть мы хотели сделать самый сумасшедший металл, вообще, который только существовал на то время.
Вот, то есть амбиции были сумасшедшие. Вот, и с того момента это все развивалось, то есть мы давали концерты втроем, причем там барабанщика не было, басиста не было, да, там, вот, да, то есть вот такая вот... Втроем это кто? Вокалист, гитарист? Вокалисты, 2 гитариста. Нормально. Да. И драм-машина? Да, то есть я объясню логику, у этого есть логика. Почему, если гитарист играет все, второй гитарист играет все, и вокалист вывозит все, почему мы должны сидеть дома и не давать концерт, если мы не можем найти барабанщика? То есть это зря, там, знаешь, там такая логика, она прям очень такая, очень прямолинейная была. Собственно говоря, на одном из таких концертов-то я с Игорем Павловичем-то и познакомился. Это был концерт как раз-таки с драм-машиной и с электронным басом. Нормально. Да. И мы, конечно, были там максимально заряженными. То есть, вот рассказать историю даже про дебютный концерт, это был разогрев группы «Шакран» в клубе МОД. Я как сейчас помню, нам за сутки написал Иваша, ну, менеджер группы, и говорит: блин, ребят, типа, прикольный материал, не хотите ли на разогрев, причем там не за деньги, ни за что, просто вот, грубо говоря, вот так. И мы за сутки вот это все, знаешь, подготовили проект, все там все сделали, да, там, грубо говоря, все, приехали в клуб, выступили, причем супер позитивный фидбэк получили там от публики, невзирая на то, что вроде как, казалось бы, все должны были сказать, что за фигня, блин, типа, где барабанщик, где басист, вообще, чуть за группа, там, и так далее, но мы выложились тогда прям на полную, и получилось прям супер, то есть мы были прям в восторге. Но первый свой концерт, чтобы ты понимал, я не помню вообще, то есть я был не в том плане, что я был, в смысле, там, выпивший или еще, я был кристально трезвый, но просто это был настолько там какой-то поток вообще всех возможных гормонов, что я ни одного кадра со сцены не помню. То есть, да, то есть вообще из разряда, то есть у меня стерто из памяти. Вот мой первый концерт я не помню вообще от слова совсем. То есть это блок из моей памяти вычеркнут вообще. Вот, то есть я там настолько был в моменте, что аж там глазами ничего не сфотографировал, короче. Вот, остались только воспоминания. Все было супер круто. И, собственно говоря, потом шло время, дальше у нас были изменения в составе, соответственно, мы остались вдвоем с Лехой Чекмашином, вот, думали, что делать дальше, и приняли решение собрать полный состав, собственно говоря, вот. Уже на тот момент мы общались с Денчиком уже очень плотно, с басистом, ну, Денчик уже, да, legend. Ему, конечно же, предложили, да, там, Дэн, давай, короче, ты нам нужен. Вот есть рок-группа, и там есть Денчик, и это вообще вот просто человек вариации, вот такой, это супер круто, потому что, короче, бесконечный поток какой-то позитивной энергии там и так далее, харизма, то есть это на самом деле очень сильно там коллективу помогает, вот. Далее нашелся Александр Семенов, гитарист, вот, Павел Мельников-Зайков, это барабанщик Cult of Madness была группа такая, вот, Equilibrium Falls тоже, он сейчас там действующий барабанщик, сильный музыканты вообще. Вот, и, собственно говоря, вот так мы собрали коллектив, вот, и писали дебютный альбом. Я даже не знаю, это говорить, нет, не знаю, ну, писали вдвоем, типа, ну, мы с Лешей, там, грубо говоря, вот Леша, Чекмашин, я, вот мы вдвоем, как бы, условно, пишем музыку всю, вот, как бы, ребята там тоже... Тоже молодцы. Ребята тоже молодцы. Не, ну слушай, с другой стороны, я даже сейчас думаю, вот вырезать это или нет, с другой стороны, это можно оставить в том плане, что, ну блин, во всех группах так. Slipknot тоже не в девятером это все делали. Там, не знаю, Bring Me The Horizon, точно так же там был Джордан Фиш, Оливер Сайкс, там, я не знаю, Линкин Парк, это там Майк Шинода, Честер Беннингтон, там, да, старые вариации. В целом это тоже, если погружаться чуть глубже, оно в целом так и работает, на самом деле. Ну, кстати, в Idols to be Faded не так работает. Idols to be Faded это прям такой, даже такой мощнейший, типа, знаешь, там многоголовый, такой, знаешь, типа пятиголовый, короче, я не знаю. Змей Горыныч. Да, Змей Горыныч, типа, где у каждого есть свое мнение, где у каждого есть там свои там и так далее. Вот в этом плане, кстати, тоже вот интересно, сейчас пошел такой немножко живчик. Idols to be Faded и By the God — это две группы вообще совершенно разные по своей вот это два совершенно разных организма. Это, знаешь, как, я не знаю, там, как земноводные, там, как есть, ну, грубо говоря, как рыбы и там млекопитающие. То есть это вообще настолько там диаметрально противоположные вообще организмы. Возвращаясь к группе By the God, полный состав, сильные музыканты, также амбиции на самом деле. То есть у нас на этот год очень большие планы. То есть мы будем сейчас вот тоже такой эксклюзивчик, будем переходить на русский язык. Вот, потихонечку менять звучание. Вот, сингл Lost у нас выходил, там мы уже чуть-чуть обозначили,
Как бы, скажем так, то, куда мы будем двигаться, но прям совсем чуть-чуть, процентов на 10. Вот, будет прям супер драйвово, качево для концертов и так далее, и так далее. Пишем свою историю, скажем так. Да. Давай тогда сразу, раз уж вы обозначили, Мгм. что нас ждет впереди. Про планы давай расскажи, про планы по своим двум коллективам, по тебе в частности. Что вообще людям ждать, ожидать от тебя? Закинь что-нибудь. По группам By the God и Bills to be Faded это 100% релизы еще. То есть уже у Idols to be Faded готовы 2 сингла. Да, это Unite, Justice. Вот это треки, которые на стадии сведения, скажем так, находятся. Вот скоро их мир увидит. Кстати, ребята, которые посещали наши концерты, они уже имели удовольствие увидеть их. Эти 2 трека, 2 песни вживую. Мы их исполняли. Вот, соответственно, они уже готовы, они будут выходить в этом году. Далее у By the God точно так же готовы уже несколько песен. Остался тоже там этап сведения, этап записи вокала. Вот, соответственно, в этом году точно будут синглы. Вот. И в идеале, конечно, еще планируется EP. То есть EP You Idols to be Faded и EP у By the God. То есть, да, то есть новый шаг, новая веха, то есть должна в этом году случиться. Вот касаемо моих планов, преподавать вокал также дальше, расти над собой, потому что на самом деле, я так скажу, за последние там 2 года, конечно, рост сумасшедший, потому что и музыканты, конечно, очень сильные вокруг там, да, и так далее, и так далее. Это действительно ты начинаешь подтягиваться как бы под уровень, так или иначе. То есть, как минимум, просто потому что я не выступал там в ушных мониторах, грубо говоря, раньше. Вот сейчас уже это все, это нормальная практика. Расти, расти, еще раз расти. То есть у самурая нет цели, у него есть только путь. Вот, поэтому планирую прокачивать свои навыки. Слушай, а что хотел еще спросить, а вот вы группами, это сейчас, как можно сказать, новая школа относительно. Вот старики-то у всех как происходила история? Чувак пишет песню, приходит на репетицию, репетируют все, потом, условно говоря, там записывают и едут выступать. Сейчас же много что, вот как ты был в Сербии, да, тебе прислали, ты записал отдельно вокал, Да, прислал там кто-то гитару. Вы вообще собираетесь вместе? Нужно ли это, ты вообще как думаешь? Ну вот именно порепетировать, или все творчество происходит отдельно? Там прислали гитару, ты там записал у себя дома вокал, вложили, сделали репетицию перед концертом одну и поехали. Нет, ну одну репетицию перед концертом это точно нет. То есть это в любом случае надо все отрабатывать. Вот, репетировать 100% надо, если вот в этом вопросе и как бы и в целом это и происходит. То есть в любом случае это процесс, то есть надо готовиться к концертам, да. Касаемо вопроса создания музыки, например, вот у Idols to be Faded все такое DIY-ное. То есть у нас живые барабаны, живой бас, там живые гитары, там все вокал, то есть и так далее. То есть там подход такой более как в хорошем смысле такой олдскульный. То есть, знаешь, грубо говоря, все живаго, все вот. Все вот музыканты, грубо говоря, вот как играют, так оно и, грубо говоря, идет. Понятное дело, что это все причесывается там и так далее, но в общем и целом там подход прям живой. В By the God по-другому. Да, то есть мы работаем, то есть мы, получается, вдвоем с Лешей, как бы над всей вот этой вот историей сидим. И из такого интересного Леша сейчас переехал в Санкт-Петербург. Вот, грубо говоря, мы поэтому на коннекте постоянно, 24/7. Вот, соответственно, мы как бы вот кошеварим тоже всю вот эту историю даем. Понятное дело, что ребятам тоже скидываем на оценку там какой-то материал. Вот, но еще ты задал вопрос касаемо, важно ли видеться членами группы. Да. Ребята, да, важно. Потому что если вы не дружите, ну вот именно в плане, вот, это чувствуется. То есть группа все-таки должна еще помимо музыкальной составляющей, еще все-таки как-то коммуницировать, то есть, я не знаю, после репетиции там пойти там в кафе, не знаю, перекусить, обсудить какие-то планы, еще что-то. То есть это такие базовые вещи, но они должны быть, потому что если вы далеко друг от друга в плане ментальном, то творить вместе сложнее. Чисто мое наблюдение, не знаю, на истину в последней инстанции не претендую. После репетиции в кафе мороженое. Все собрались Да. и пошли. Хотя бы. Ну, либо том-ям вкусный. Вот, и что-нибудь еще, там, китайская кухня какая-нибудь, ладно. Это не суть важно. Ну, короче, в целом, это же как праздник. Это зона... Ой, ладно, это сейчас уже, кажется, Зона. Не, ну, зона мужской охоты, как бы. Всем же приятно, то есть, как бы, когда каждый себя проявляет, и когда это все в общем и целом еще
как бы все это складывается, работает как единый организм и так далее, и так далее. Это же такая прям эйфория прям. Слушай, а мне вот еще интересно, ты относительно, можно сказать, из новой школы, как Ну, ты да. воспринимаешь музыку? Потому что старики в основном любили это, когда слушать альбомы. Так. Сейчас вот эта история с синглами, с одной стороны, это хорошо, чтобы тебя постоянно не забывали, Мгм. чтобы это пушило, да, тебя, но с другой стороны, печально, когда ты, допустим, уже слушаешь альбом, и из него ты 85% уже слышал. Причем слышал там на протяжении года. Очень Да, хороший там вопрос. как у Тони Радки, да, там ты... Да, там же 4 года, по-моему, вот это там, или сколько Да, там вот выходило. насколько это, вот как будто бы раньше было, ты получаешь альбом, и это там 12 или там сколько, 15 песен новых, да, ты такой, во, прям набьё, и ты это ждал. Вот эти синглы, они как будто вот немножко тебя вот разматывают вот в этом плане. И ты еще не всегда все, допустим, синглы собирают в альбом. И ты заходишь в группу, там вот, допустим, ты в стриминг, и там, блядь, синглы, альбомы, и что-то все в перемешку, вот это вот. А тебе хочется вот зайти, как будто бы, и ознакомиться. У тебя как восприятие этого? Ты как? У меня есть ответ на этот вопрос. В жанре металл и вообще вот около рокового GGG подобного я слушаю альбомами музыку. Мгм. То есть, да, там, условно, у любого там исполнителя, там, опять-таки, то же самое ты сказал, там, Falling in Reverse, прям все, вот альбом включил, пошел. Там новый альбом Architects вышел, сейчас вот недавно, который Джордан Фиш продюсировал, все, включил, пошел от начала до конца, неважно, там, синглы, не синглы и так далее. То есть ты просто стараешься вот общую картину как бы понять. Вот. В других жанрах, потому что уже, ну, понятное дело, что и другая музыка тоже помимо металла слушается, как бы, да, там это больше сингловая история, то есть там я альбомы не слушаю. Вот. Хотя, если честно, вот недавно произошел один момент, блин, забыл, как альбом называется, короче, но он давно уже выходил, у Дрейка альбом выходил там с негром, таким дедом, короче, на обложке. С афроамериканцем? Да, с афроамериканцем. Пожилым. Да, пожилым. Вот. Я что-то, знаешь, ну вот я вот ехал, в дороге был, включил, и вот прям, знаешь, подряд треки шли, и слушай, знаешь, вот прям мне понравилось. То есть как-то вот и, ну, вот и по настроению, как бы по переходам и так далее, и так далее. Но в общем и целом понятно, что, условно, какие-то треки не, или песни там вне жанра металла, они отдельно существуют. Если выходит какой-то металл, то есть за этим же интересно следить еще и с исследовательской точки зрения, у кого там что как звучит и так далее, и так далее. Все, включил альбом, поехали. То есть вот у меня вот так. А что вообще ты слушаешь, может быть, что-то посоветовать можешь? Я так понимаю, это не только металл угораешь, что ты и в разные стили заходишь. Да слушай, да я и по металлу могу. Потому что, я не знаю, вот бывает, что иногда кто-то что-то посоветует, и такой, ну окей, я знакомлюсь. Может, оно что-то мелькало, но ты вот в этом потоке, там, знаешь, вот там релизы, ты такой, окей, картинка понравилась. Давай так, по металлу, если мы возьмем... Сейчас меня очень сильно забрало прям вот это стрит звучание, уличное. Ну, типа уличный металл, вот это, знаешь, как, ну, я не знаю. Это Throne, либо Throne, не знаю, как, вот, грубо говоря, Extended Pain, по-моему. Ну, Да, чисто альбом группа. называется, да, типа это круто, там Бастер Холь сводит это все. Вот из Humanity Last Brief, вот это Вилджарта, там, ну ладно, не суть важно. Короче, звук очень хороший, то есть если хочется послушать прям вот именно крутое сведение, то есть вот это вот крутое, чтобы круто звучало, это вот Throne, Thrown. Вот, значит, далее Альфа Вульф очень нравится, вообще, что делают, в принципе, ну, то есть такое грувово, кочево, зло, то есть вот такая вот история, то есть очень нравится. Из металла, что мне прям нравится, именно последнее время. Кикрокс. Блин, чуваки, Кикрокс. Короче, обожаю. Вот это надо оставить. Это надо оставить в подкасте. Короче, русские наши чуваки. Вот у них есть фит с Толей из Wildways. Короче, они сейчас не супер большие и так далее, но музыка просто сумасшедшая. То есть там, ну, дабл-дропчик, там, насколько я знаю, там что-то, вот эта вся история, там супер нежный вокал, вот это вся... Короче, там нет экстремального вокала вообще, но супер тяжелые гитары, и это все так вообще круто, все слеплено, сделано, что прям удовольствие прям испытываю вот, в последнее время. Короче, Кикрокс, ребята, всем советую, вот, супер круто, вот, очень люблю, вот и из русских, если сказать. Значит, если не по металлу, блин, ну вот это сейчас будет, конечно, жестко. Макан, бля.
Нормальный пацан. Да не-не-не. Ну, да, слушай, на самом деле есть крутые как бы представители, если вот возьмем Gunflat крутой, как бы, да, понятно, он там в свое время там шумел, может быть, чуть больше и так далее, но вот у него там Худрич трек есть, это рэпчик, короче, ну, там прям прикольно. Вот, я, кстати, знаю, то, что он угорает по тяжеляку, на самом деле, то есть я даже, вот мы были на концерте, на фестивале, он там, знаешь, что-то там прихардкоренное что-то там раздавал и так далее, и так далее, в общем, короче, да, там корни прорастают откуда надо. Вот, Gunflat крутой, из таких... Слушай, ну если прям уж совсем уйти, я очень люблю альбом Маркула Great Depression. Да, он давненько вышел уже, но вот если взять, кстати, вот тоже к вопросу про альбомы, например, вот прям это такое, знаешь, взрослое, то есть не а-ля там суки, тачки и так далее, там есть что послушать, особенно, знаешь, там... Не знаю. Окей. Ну, нет, я понял, ты Я спросил... посмотрю потом, что это такое. Ты же спросил не про это самое. Ну, кстати, у меня еще пин, кстати, где же весь подкаст, у меня пин еще ЛСП висит, короче. Вот, ЛСП вообще, но это тоже отголоски молодости. Я вот еще там в 2017 году и так далее, прям слушал, мне прям нравилось. Типа, это прям круто. То есть именно работа со словом, работа со звуком, это прям вау. Вот. Но это если не из металла, просто вот. И вообще, на самом деле, надо расширять границы в целом. То есть Дозволенного? Нет. Ну что, Иван, пора завершать нашу скромную вечеринку. Я был очень рад, что ты посетил нас и рассказал нам все свои тайны. Я рассказал про все свои трещинки. Окунул нас в мир металла. Я помню все твои трещинки, пою твои мои песенки. Желаем тебе, чтобы у тебя твои связки не рвались, не перегружались, а давали нам огня, металла, и чтобы твой опыт давал ученикам надежду на будущее. Ребята, подписывайтесь на все соцсети Ивана, какие у него только имеются. Подписывайтесь на этот такой Faded, The God. Подписывайтесь на мою телегу. Переходите по ссылочкам. Иван, рад был тебя видеть. Взаимно. Спасибо, что позвали, как говорится. Друзья, спасибо, что разделили с нами этот вечер. Слушайте хорошую музыку, приходите на концерты, приходите на уроки. Всех ждем. На связи был я, Иван Хренов, вокалист группы Bite the Goat и Adults to be Faded. Stay rock. Рок-н-ролл. Metal. Heavy. Как говорил мой бугор, спешка нужна только при ловле блох. Понял? Юнец. Согласен.